Вроде все готово к старту. Водитель завел моторную лодку. Андрей Вячеславович тоже на исходной. Живот начинает крутить. У меня с утра уже сегодня, еще перед прыжками началось. Блин. Я до сих пор не могу поверить. Ну реально, серьезно. Какой-то, блядь, сюр, ёптать, машина с веревкой. Совсем пи***нулся, что ли. Я, короче, не буду делать, реально. Блядь. Ну давай, Вячеславович, с Богом. I'm ready. Ай. Это капец. Живой? Блин, Андрюх. Друзья, как вы уже наверняка поняли, мы с Дмитрием Юрьевичем в очередной раз отправились к черту на рога для того, чтобы освоить новую для нас летательную дисциплину, которая носит гордое англоязычное название параглайдинг, ну а по-нашему парапланеризм. Короче, мы отправились на южное побережье африканского континента и вписались в параглайд-курс вот к этой прекрасной девушке-инструктору по имени Зелда, которая выжила из нас с Димоном все соки и научила не только летать на крыле, но еще остаться целыми и невредимыми после таких полетов. И собственно поэтому в этом выпуске я вам расскажу, что такое параплан, как он устроен, как на нем начать летать и покажу, где найти максимально красивые локации для его освоения. Разумеется, я поэтапно объясню, что будет ждать каждого начинающего параглайдера при обучении этой дисциплине. Не могу сказать, что у нас все получилось с первого раза, поэтому выпуск будет содержать в себе кучу наших факапов и криков ужаса от происходящего. Уверен, что после просмотра этого выпуска вы и сами не останетесь равнодушными к парапланеризму. Ну что ж, параглайдинг, Южная Африка, город Джордж, и мы начинаем. Друзья, в Москве вообще, конечно, жить классно. Все супер. Можно сходить вот потренить в трубе с утреца. Но единственная здесь проблема, это, конечно, погода. С погодой прям какая-то жопа. Ну вот осенью реально так промозгло, так вот грустно, а хочется тепла, океана, солнца. Так, может быть, по нашей доброй старой традиции рванем через наш любимый телепорт. Мелофон с собой? Мелофон всегда со мной. Тогда перемещаемся. Стоп! Мы же куда? Снимаем куртки. Ребята, мы едем. Ну и теперь... Погнали! Вау! Вот, другое дело. Смотрите, красота, тепло. Я даже сейчас очечки одену. Короче, друзья, в этом выпуске мы вам покажем очень классную дисциплину. Она очень похожа на парашютную. Это почти парашюты. И называется это параглайд. Парапланы. Ребят, этот выпуск про парапланы. Вообще у нас цель это спидглайд. Спидглайд выглядит вот так. Ты уже показал, да, как он выглядит? Но, ребят, чтобы к нему прийти, нужно научиться летать на парапланах. Об этом сегодняшний выпуск. Прямо здесь, на берегу океана, мы будем этому учиться. А вы, естественно, будете учиться вместе с нами. Погнали? Ну а пока мы еще не погнали, расшифрую. Итак, параглайдинг. Первое наше с ним заочное знакомство состоялось почти 2 года назад, в тот момент, когда мы снимали выпуск про банджи. И наше внимание остановилось на загадочных людях, которые болтались на своих куполах вдоль побережья Индийского океана. Именно в тот момент мы и решили для себя, что обязательно вернемся в это место при первой же возможности. И вот спустя 2 года, разговорившись с нашим другом JJ про спидглайд, мы попросили его научить нас этим управлять. И он нам поведал, что основная база для входа в этот спорт лежит через параглайдинг. Поэтому пока мы не освоим крыло, в спидглайд нам вход закрыт. Еще Жека сказал, что у него есть контакт отличного инструктора, который находится именно в том месте, где мы были 2 года назад.
Итого, он нам предложил план. Сначала лицензия парапланериста, а потом уже спидглайд. Идея здравая, гештальт не закрыт, да и самим интересно полетать. Поэтому такой рекомендацией грех не воспользоваться. И мы сразу же связались с этим инструктором, после чего незамедлительно отправились через полпланеты на обучение. Вот такой круговорот. За нашу непродолжительную видеодеятельность мы посещали немало и красивых мест, и не очень. Но это особенное. Поэтому давайте-ка я вам расскажу про эту удивительную локацию. Итак, город Джордж. Местечко в прямом и переносном смысле расположено на краю Земли. Вот здесь. Прямо на берегу Индийского океана. Дальше него только Южный полюс. Если тезисно, уютный рай на Земле с неспешным ритмом жизни и восхитительной природой. А главное, он обдувается с океана плотным морским бризом, а это значит, что на протяжении всего дня ветер дует со стороны океана, а после заката наоборот, что очень сподручно для полетов на параплане. Именно поэтому он и стал меккой для местных парапланеристов. Мы заселились в довольно старый, но очень уютный дом на берегу океана. И признаться честно, сами не ожидали, насколько здесь все уютно и благородно. Вы только посмотрите. Теперь, что касается быта. Нам на троих достались вот такие апартаменты с 3 спальнями, уютной кухней-гостиной и бомбическим видом. В комментариях меня просили рассказать и про ценники тоже. Видимо, это важно. Поэтому рапортую. На 7 дней сие удовольствие обошлось нам в 100 тысяч российских рублей. С одной стороны, ценник, конечно, кусачий, но с другой стороны, сутки проживания одного человека обходится меньше 5 рублей, что вполне конкурентоспособно с любой российской гостиницей. В сухом остатке мы получили за эти деньги просто невероятную точку проживания. Вот такая математика. Ну что, с бытом разобрались, и недолго думая, мы отправились навстречу к прекрасному инструктору по имени Зелда. Она нас поджидала неподалеку от места нашего обитания, со здоровенной кучей документов и обучающей литературы. Именно тогда мы с Диманом поняли, что эта прогулочка будет нелегкой, и приготовились покорять буклеты и документацию. На деле же Зелда не стала нас сильно грузить и сообщила о том, что наше обучение будет довольно системным и поступательным. Утром теория, днем практика. Также она раскидала наш план обучения, который будет состоять из 8 пунктов. Перечисляю. Базовая теория – это разбор экипировки и устройства крыла, подъем крыла над собой, контроль крыла – это когда мы стоим над землей и не даем параплану свалиться, подъем крыла с разворотом и контролем, управляемый пуск с горы – это как на обычном парашюте прыжок и приземление. Потом идет зиплайн, ну вы видели в начале, это когда тебя привязывают к лебедке и тащат, тем самым запуская тебя в небо. Ну и под конец самые вкусные этапы – это полет на динамических потоках, о них расскажу по факту. Ну и на десерт – полноценное пилотирование прямо в городе над автострадами и жилой застройкой. Фактически, чем дальше продвигаешься по скиллу, тем интереснее и красивее становится процесс обучения. Теперь, пока все не началось, давайте я немного задушнюсь с теорией. Итак, что такое параплан? Обратимся к Википедии. Читаем. Параплан – это сверхлегкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта. Несмотря на внешнее сходство и родство с парашютом, они принципиально отличаются тем, что параплан предназначен для горизонтального полета, а парашют для вертикального спуска. Основная задача пилота параплана – это умело использовать источники подъемной силы. Источников я могу выделить 3 штуки. Перечисляю. Первый – динамические потоки. Это когда ветер ударяется в гору и меняет свой вектор с горизонтального на вертикальный. Второй – термические потоки. Это явление, когда здоровенный пузырь из воздуха нагревается у Земли и по законам термодинамики стремится вверх, тем самым образуя вертикальные потоки воздуха. Ну и лебедка – это уже механическая сила, которая тащит тебя в определенном векторе, тем самым дав возможность крылу набирать высоту. Собственно, основная изюминка данного спорта заключается в абсолютном понимании устройства источников воздушных потоков и их комбинирования и поиска. Друзья, прошу не судить меня строго за столь беглое объяснение и уж тем более не возводить в достоверную инструкцию мою вольную интерпретацию. Я в парапланеризме всего неделю и на пальцах объяснил, как смог. На деле существует просто тонны обучающей литературы со своими нюансами и тонкостями, поэтому параглайд далеко не самый простой спорт. Такие дела.
Ну что, это была вводная часть. Надеюсь, вы не утомились. Теперь давайте вернемся в процесс обучения. Я напомню, в этой точке видоса мы его только начинаем. После непродолжительной теории об устройстве параплана Зелда повела нас проверять его на себе. Ну что ж, давайте посмотрим, как вышло. Так, а вот смотри, у меня еще написано. У меня, видишь, написано, что Вячеславович. old. Олд. Ну все, правильно. Девушка подбирает. Ребят, вот вы думаете, что только в России китайцы оккупировали все дороги? Нет, вот, пожалуйста. Кстати, Новая кнопка модель. открытия багажника не работает. Держи. Знаешь, как работает? Ну, Вот так вот, оп. неплохо. Кстати, это уже не первая наша съемка, где нам выпадает китаец. И вот конкретно у меня возникли совсем смешанные чувства об этих тачках. Друзья, а что вы сами думаете по этому поводу? Китайцы уже сделали европейцев? Напишите в комментариях. Мне как-то неудобно. Девушка идет с таким рюкзаком. Can I help you, please? Неудобно мне, а Тащит Диман. тащит Диман. Ну, кстати, не очень тяжело, могла бы сама понести. You sure? We go? Бля! Да пошел ты нахуй. Бам-бам. Смотри, через колючку нельзя, но над колючкой можно. Смотри, какое поле здесь классное, да? Класс. So nice, газон. А что, я не так что-то сказал? Все отлично. А, бэк? Go back. Так что за издевательство? Видишь, как классно? Это ранец, в котором ты несешь став, ты идешь на гору или куда-нибудь там, распаковался, пристегнул, ранчик превращается в подвесную систему, в которой ты летишь. Приземлился, отстегнулся, собрался и опять рюкзак. Отлично. Прикинь, эти продукты... Бля, смотри, какое тут кресло. Это Майбах, ребята. Итак, наше первое задание было таким. Нам нужно было надеть систему, расправить крыло и побежать, тем самым подняв это крыло. Вроде ничего сложного, но с непривычки вообще непонятно, что происходит. Ну что, ребят, поднимет Вячеславович с первого раза или нет? Мне кажется, нет. Но в душе верю, что да. Давай, Андрюха! Ну что, готов? Go. Дай этот отмашку. О, нихера себе! Андрюха! Взлетел! Держи! Go the ice. Yes. А прикольно, вот ты снимаешь, ты с ним разговариваешь. Да, Давай так этот выпуск и отснимем. давай. Серег, можешь езжать домой. Ребят, в этом выпуске снимать буду я. Серегу отпускаем, пусть он отдохнет. Парень работает вообще без остановки. Я буду оператором, я буду ведущим, я буду дирижером. Андрей Вячеславович будет главной героиней этого рассказа. За героиню отдельное спасибо. Ну что, ребят, Вячеславович бежит, я бегу вместе с ним. Попытка номер 2. Пожелаем удачи ему. Я одеваю специальные защитные очки. Safety first, you know it. Блин, ребят, тяжелая камера, охереть. Ну правда, тяжелая. Я вот ее пока держу, у меня уже лицусочка подросла. Ну что, побежали? Давай. Ох, какой Давай. Туда. Молодец, Андрюха. Что, еще одна? Смотри, Вячеславович просто не устает. Машина тащит и тащит. Давай, мне уже страшно. Пошел! Давай, Андрюх, держи. Держи, братан, держи. Отлично. Супер. А, чую. Тую! Тую, конечно. Стой под ним. Блин, это прям такой бульдозер. Так, что, я попробую? Или ты еще пару раз? Да, давай мне камеру. Ребят, теперь я буду оператором. Беги, Форест, беги. Ты, Лес, ты тот, кем ты не являешься собой. Давай. Беги, Лес, беги. Ребят, сейчас будет исторический момент. Уа! Сейчас показываю. Вот я держу камеру. Сейчас смотри так. Раз, я руку убрал. Взял. Фокусник. Так, давай я в сторонку отойду. Смотри, чтоб стропами не порезала. Ты сам понимаешь, скорость. Попытка номер 2. Вот так. Мотор. Хоба! Давай, погнали. Go! О! Давай, беги. Найс! Ребят, сами все видели? Ребят, идем вот на ту гору теперь. И взлетаем, что ли? Мне И... кажется, я еще не готов. Да? Ну, надо было сегодня как минимум выпить, прощаться. Ладно, ребят, идем на гору и взлетаем.
А вот и не взлетаем. Ведь все, чем мы занимались первые 3 дня, это подъем крыла и его контроль. Занятие это довольно нудное, поэтому мы попросили Зелду потренить нас на разных спотах, для того, чтобы хотя бы картинка была не кислой. Но признаюсь честно, что мы просто офигели от того, что в Джорджии этих самых спотов просто бесконечное количество. И летают здесь все, от мала до велика. Ну а чтобы сильно не тошнить, давайте быстро пробежимся по этой части. Говорят, что если долго мучиться, то что-нибудь получится. Раскрою секрет, мучились мы очень долго. И вот такую вот нарезку я могу растянуть еще минут на 10 выпуска. Но зачем вам это все? Спустя время могу сказать, что я и сейчас не с первого раза подниму крыло и встану под него. Но век живи, век учись. Я уверен, что многие дни практики делают свое дело. Так, кстати, во всем. Все хорошо, кроме того, что инструктаж на английском. И Ни хера непонятно. ну да, я половину не улавливаю, но мы с Андрюхой пришли к тому, что нужно просто делать вид, что тебе все понятно, кивать, и в принципе как-то все получается. Так, вот, все, нормально. Заходи под него. Заходи. Видишь, все просто. Чувак, у тебя получилось? Как танцевать? It's a dance. Так, ложись на эту, на грудную. Dance with wind. И взлетай. Yeah. Спасибо. Thank you so much. Смотрите, самый счастливый человек в нашей компании. Это тренер. Ребят, представляете, какие счастливые люди, а? Мне просто неудобно спросить, сколько лет этой бабушке. Но она вообще кайфует от жизни, берет по максимуму. I have to break. Stop it again. Поняли? Все, оказывается, было просто. Конечно, брейк. Как говорится, дело было не в бобине. Это шутки 90-х, но мне они лично заходят вообще на отлично. Все, с душными моментами покончено. И Зелда сказала, что в целом мы уже готовы к следующему этапу, тем самым ознаменовав наш первый полет и потащив нас на высокую горку, где находится здоровенный параглайд-спот. Вам сейчас Дима как раз про него все расскажет. Вы не поверите, прямо сейчас я нахожусь на горе. Это параглайд-спот. Пойдемте, я вам вкратце быстренько расскажу, как тут что, вообще чем живут. Это парковка для машин. Сюда парапланеристы приезжают на своих тачках, бросают их здесь, берут свой парашютный став параглайдный и идут вот сюда. Ну, здесь столики, смотрите, тут все достаточно просто, не как на обычных дроп-зонах. Здесь реально пару столиков, можно посидеть, почилить. В основном тут никто не... все чилят там, в небе. Здесь все намного проще, чем на любой дроп-зоне, но здесь очень красиво. Ребят, посмотрите на этот вид. Мы находимся примерно на высоте 130 метров. И вот она площадка, вот она все. Вот они, парапланеристы чилят, короче, потому что сейчас нет ветра. Вот это стартовая площадка. Здесь раскладывают свои парапланчики, одевают подвесную систему, все проверяют. Кто-то их поднимает, кто-то их бежит, поднимает. Ну, у каждого своя техника. Ты бежишь прямо вот туда, в бесконечность, вот в этот город, в эти озера, в этот океан. Взлетаешь и улетаешь, там есть площадка приземления. Из особенностей, я не знаю, тут кладут вот такую сетку, я не знаю, для того, чтобы, наверное, трава не прорастала, чтобы было не скользко, чтобы ты мог хорошо разбежаться. Для скайдайвера не обычно. Для меня это, как для человека, который боится высоты на статичных объектах, страшно. Ну, что там говорить, страшно, но туда мы побежим, туда мы полетим. Ребят, а вы это сделаете вместе с нами. Страшно над этими деревьями лететь. Ребята, Камера, не знаю, вперед показывает, я лечу прям ногами в деревья. Меня это немножко пугает, что ли. ну что могу сказать? Ощущение все равно пока так себе очково, конечно. Вроде как бы здорово, все, красотища. Но, блин, сидишь на какой-то подвеске, высота. Легкое приземление. Ну,
Естественно, Зелда нас просто ушатала этими полетами, хотя я ее в этом полностью поддерживаю, ведь мастерство, как обычно бывает, достигается только многими повторениями. И прежде чем переходить к следующему этапу, мы прыгали и прыгали и прыгали. Не могу сказать, что это схоже по драйву со скайдайвом, но тем не менее она удостоверила, что мы поняли, как управлять парапланом, как грамотно взлетать и приземляться. Ну а дальше мы укатили из этой локации на какую-то ферму. Место очень далекое от цивилизации, и в ней нас ожидал следующий этап нашего обучения, который называется Zipline. Это было страшно. Короче, пока ничего не понятно. Приехали на какую-то ферму. Вот эта штука, я так понимаю, что это лебедка. Мы сейчас выясним, какой у нас вообще план. Я так понял, что нас будут пулять, как я не знаю, как с рогаткой, наверное. Ну не как с рогатки, пристегивать и тянуть. Ну а что, устройство достаточно простое. Значит, катушка с веревкой, со стропой, за которую мы будем цепляться, через специальный механизм КТВ, как на кайтах, электрический двигатель, какие-то аккумуляторы, вот этот угол атаки, как у пушки. Ну и, в общем, две кнопки стоп, старт, я чисто вот предполагаю. Тебя пристегивают к этой лебедке, они начинают тянуть. Я сначала думал, что нужно бежать. Я тоже так думал. Бежать, и они тебя потом... Она говорит, нет, вы просто делаете один шаг, и вы уже полетели. Ничего себе. И причем при этом она сказала, тормоза вообще не трогать, потому что у тебя будет купол сзади тебя, потому что он будет сюда взлетать. Если тормоза, ты его сложишь и упадешь назад. Да, понял. Соответственно, ты ничего не держишь. Просто ждешь? Взлетаешь. И в Офигенно. тот момент, когда ты отстегиваешься, у тебя купол вот так начинает вниз клювать. Ох. Естественно, да. Тоже ничего не делаешь, просто потом он выравнивается, и все, и ты полетел. Ребят, давайте посмотрим, как это будет на самом деле. Андрюх, давай вместе. Выглядит все достаточно странно. Странная вещь, что только народ не придумает. Видишь, нету склона, пожалуйста, вот тебе. Нам для начала показали, как нужно запускаться на зиплайне, и выглядело это максимально просто и безобидно. Но все же колючая проволока по краям дороги наводила на некоторые мысли. Так просто? Так, что, он отключился, нет? Отсоединился? Ну, не знаю. С обеих сторон колючая проволока забора. У меня есть такое ощущение, что я не буду так далеко лететь. Ты прикинь, я думал, что вот здесь где-то вот прямо над землей будем летать. А это вообще просто в небеса. Я не знаю, сколько здесь вот. Он что, до сих пор висит еще на тросе? Какая здесь высота? Ну, не километр, но... Ну, не 50 метров. Я не знаю, сколько метров, 300, наверное. Вроде все готово к старту. Водитель завел моторную лодку. Андрей Вячеславович тоже на исходной. Живот начинает крутить. У меня с утра уже сегодня, еще перед прыжками началось. Блин, я до сих пор не могу какой-то, поверить. ну реально серьезно. Какой-то, блядь, сюр, ёптать, машина с веревкой. Совсем пи***нулся, что ли? Я, короче, не буду делать, реально. Пизду, блядь. Выпуск был бы не выпуском, если бы кто-то из нас хотя бы раз не лажанул во время обучения. Как вы уже поняли, лебедка пульнула меня прямиком на колючку. Докладываю, мне это не понравилось. Ай. Left hand brake, then sit up. Left hand brake, left hand brake. Left hand brake. Живой? Блядь, Андрюх, не сильно? А я даже не зацепился ни разу. Слушай, ты молодец, копыта своих выставил, блин. Все, короче, я думаю, что это не наша тема. Все же, несмотря на страшный спойлер, мы с Дмитрием Юрьевичем собрали всю отвагу в кулак и ринулись покорять южноафриканские просторы на лебедке. Страшно, но красиво. Фу, блядь, ёб твою мать! Вроде держу, перпендикулярно. Вроде как все хорошо. Пиздец, я же ничего не могу говорить, потому что я первые минуты был в каком-то ахуе. Господи, а вокруг-то красота какая! У-у-у! Охереть!
Меня тачка вон там тащит. Как такое вообще может быть? Я на трассу вишу на высоте полкилометра. Я должен смотреть вот на этот трос, потому что он должен быть строго перпендикулярно. Несмотря на все наши противоречия и неприятные послевкусия, после столь нервного взлета торжественно рапортую, что овчинка полностью стоит своей выделки, так как такие виды мы бы навряд ли повстречали без лебедки. Чуть-чуть левее. Не, ну на самом деле кайф. Старт на лебедке какое-то говно, но, видимо, надо привыкнуть, плюс еще эти ворота по бокам. Если бы в чистом поле, то полегче, наверное, было бы. Страшно от того, что ты понимаешь, что все, в общем-то, в твоих руках. Это не какой-то аттракцион, где тебя поднимают на парашюте над водой. Приземляться мне надо будет самому, а сейчас еще нужно будет отстегиваться. Кстати, мой косячный взлет был не единственным факапом. У Димана вообще заклинила отцепка. Кто в теме, знает, чем это чревато. Так что не забывайте стропорез. Случаи всякие бывают. Ребят, капздец. Фу, ребята, это, конечно, не передать. Причем я чувствую, вот передается вся энергия от машины. Вот как она едет по камням, я все это чувствую через этот трос. Yes. Я упорвал просто руками этот релиз. Охренеть. Обосрался и порвал руками, увидели? Есть. Фу, теперь мы сядем нормально. Но это странное ощущение, потому что когда ты летишь под куполом и ты в системе, в парашютной, как-то это все выглядит надежнее. То есть у тебя все четко застегнуто, затянуто. Здесь я сижу в какой-то подвеске. Честно говорю, что она не выглядит серьезно. Вот, во всяком случае, ощущение такое. Вау! Yeah! Господи, спасибо большое. Фу, блин, ребята, это прям ощущение такое очень странное. В общем-то, как и все мы делаем. Но, может быть, из-за того, что здесь сама местность, она не очень выглядит с точки зрения безопасности хорошо, потому что, я уже показывал, с двух сторон стоит забор с колючей проволокой, и это дополнительные сложности. Вот. Ну и, собственно, если тебя потащило, то ты начинаешь паниковать. У меня так было вот пару раз. Оно вроде как бы, я понимаю, что я не должен паниковать, но если ты ничего не сделаешь, потому что у тебя все, мозг отрубается, туннельное зрение, ты ничего не слышишь, ничего не видишь, вот только в эту сторону, и дальше у тебя срабатывает инстинкт самосохранения. Вот. Но потом, когда мне объяснили те ошибки, которые я сделал, я потренировался на земле и вот совершил этот полет. Но могу сказать, что летать, конечно же, с горы, над лесом, над океаном гораздо лучше и красивее. Летайте безопасно, друзья. Ну все, с зиплайном покончено. Осталось самое кайфовое, а именно полеты в динамике. На этом этапе Зелда нас потащила на очень красивый и пустынный спот и принялась гонять нас по теории. Не могу сказать, что мы сразу все поняли, но наша задача заключалась в том, чтобы ловить восходящие потоки, которые шли с подножия холма вверх. На деле это оказалось не так уж сложно, и в отличие от зиплайна, вылазка получилась без происшествий. В общем, не буду долго тянуть, покажу вам, что из этого получилось. Set up the brake, 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 both sides, please, brake, both sides, lean left. Сразу заспойлерю, полет получился довольно долгий, поэтому в этом видосе я его подрежу, но на всякий случай я разместил его в своей телеге, куда торжественно всех приглашаю. В ней полным-полно всяких смешных бэкстейджей и не вошедших в выпуск наших с Диманом глупых юморезок. В общем, добро пожаловать! Keep that line. Right, to the right a little bit. Nice up, nice up. Okay, not much. Конкретно в этом полете я не особо блистал своим красноречием, так как было очень сыкотно лететь так близко к горе.
поэтому делюсь своими впечатлениями за кадром. Рассказываю, именно в этом полете я ощутил всю прелесть параглайдинга. Сами подумайте, этот спорт довольно бюджетный, так как тебе нужен только параплан, погода и хорошее настроение. Летаешь ты на самых живописных локациях мира, ведь именно на них сосредоточены идеальные условия для классного полета. Еще я думал, что мой скайдайверский скилл мне поможет, а по факту он мне только мешал, так как я не привык под куполом летать так близко к статичным объектам, и мне всегда казалось, что я вот-вот приземлюсь в кусты. Да и вообще очень странное ощущение, когда ты под куполом можешь подниматься вверх. Ну и самое главное, летать так можно часами, тебе не надоедает и ты физически не выматываешься. И неспроста куча пенсов оккупировали эти споты и летают на своих крыльях днями напролет. Теперь и я знаю, чем я буду заниматься на пенсии. Вообще непривычно. О, ребята, это... Я не знаю, с чем сравнить. Вот смотрите, птичка рядом летит. Вот смотрите, здесь кто-то живет. О. Я до сих пор не понимаю, как это работает. Follow the beach. Follow the beach. Use the ocean when you come in for your landing on final approach. Hands by your shoulders. Ю-ху-ху! Йоу! Ю-ху! Я Okay, so сделал. now you get to the lead of the trailing edge. That's the back of your wing. Then you're gonna bunch it so you do not scoop too much time, and then you can find the path and come up. А, понятно. Теперь я должен тянуть. Ну все, Зелда спокойно теперь по поводу нашей с Диманом безопасности, а это значит, что самое время потащить нас на взрослый красивый спот. Взрослым я его назвал не потому, что там люди летают голышом, а потому что летать придется над серпантином, а для этого параглайдеру нужны скиллы. А это означает, что минимальный их набор у нас имелся. В самом конце выпуска мы устроили Зелде сюрприз, поэтому досмотрите до конца, а я пока подытожу. Параглайдинг — это недорого, красиво, безопасно и просто классно. Еще в этом спорте есть куда расти, а именно спидглайд, но это уже очень опасная дисциплина, и мы поговорим об этом позже. Не могу сказать, что параглайдинг — это драйвовый и динамичный спорт для любителей адреналина, но в то же время с полной уверенностью отмечу, что это по-настоящему экстремальный спорт. Буду ли я сам заниматься им, пока не решил, но скажу, что я определенно кайфанул и от процесса, и от результата. Теперь про ценник. Стоимость данного обучения на одного человека обошлось нам в 100 тысяч рублей. В эту цену вошла аренда парапланов, оплата зиплайна, полное сопровождение инструктора на всех спотах, ну и ее нервы. Потому что за эту неделю мы со своими косяками потрепали их изрядно. Давай, наблюдай, Андрюш. Спасибо, что наблюдаешь. Прикольно, да? Так, ты все уже? Да, Вот такой параплан-ликбез мы для вас устроили. А те, кто соскучился по скайдайву, спешу обрадовать. Ведь в благодарность за проделанные труды, теперь уже мы потащили Зелду на дропзону к Джей-Джею для того, чтобы скинуть ее с парашютом. И, кстати, я не могу сказать, что она особо сопротивлялась. Кто знает, вдруг ее скайдайв-карьера началась именно с этого прыжка. Ну что, друзья, время подвести итоги. В общем, мне эта тема зашла. Она относительно недорогая, то есть вам достаточно купить тряпку и все. И
ну, жить на вот таком красивом споте. Чилить, летать вдоль берега в море очень комфортно, очень уютно, очень приятно, ничего не скажешь. Ну а вы, друзья, подписывайтесь, ставьте там лайки, обязательно телеграмчик. Сейчас у нас есть еще и ВК. В общем, увидимся в следующий раз. Пока.